Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Отпразднуйте выход нашего нового дополнения Канзас в четверг, 30 ноября, приняв участие в нашем мероприятии World of Trucks Круиз Канзас. Откройте для себя разнообразные ландшафты штата Сан-Фулер, где вас ждет прекрасный экологический регион, и все во время работы. Канзас предлагает невероятно красивую природу, родные луга, извилистые ручьи и, казалось бы, бесконечно голубое небо. Все теперь переплетено с богатой историей. Мы просим наше лучшее сообщество достичь цель сообщества, проехать 125 миллионов миль, 201 миллион 168 километров, доставляя грузы в любой город Канзаса или из него. Во время круиза по Канзасу вы сможете насладиться парками штата и обширным перериями, откуда открываются незабываемые виды. Канзас также является домом для диких животных, таких как олени, койотов, еноты, саламандры и знаменитые американские бизоны, не говоря уже о множестве птиц, таких как западный луговой жаворонок, который делает пит-стопы во время поездок на юг. Канзас основывается на своих сельскохозяйственных корнях, превратился в динамичный промышленный центр, привлекающий крупными предприятиями своими центральными расположениями и эффективной логистической инфраструктурой. Дальнобойщики могут поддержать различные отрасли промышленности, от процветающего авиационного сектора до автомобильных заводов или знаменитой соляной шахты и не только. Во время вашего путешествия по Канзасу вас ждет множество захватывающих видов и интересных моментов, таких как Додж-Сити, известный своей историей как пограничный город Дикого Запада, скалы, монументы, достопримечательности древних меловых образований, Канзас-Сити, крупнейший мегаполис штата Канзас, город Подсолнух, самая высокая природная точка Канзаса. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Как и в прошлом круизовом мероприятии, вы можете использовать свой собственный прицеп и испытать все на внешнем рынке. В дополнение Канзас предлагает исследовать 14 новых удивительных городов. И у нас есть специальные награды за выполнение вашей личной цели, которые потребуют от вас доставить задания во все из них или обратно. Все задания для участия в мероприятии должны быть на протяжении не менее 100 миль и каждый 161 километр. Приготовьтесь к сказочному путешествию с нашим последним дополнением к American Truck Simulator. Наслаждайтесь потрясающими видами, прекрасными пейзажами и экологическими регионами, попутно внося свой вклад в процветающую экономику штата. Используйте внешние контракты или внешний рынок с профилем, связанным с World of Trucks в American Truck Simulator. Цель сообщества – проехать 125 миллионов миль, 201 миллион 168 километров, доставляя грузы в любой город Канзаса или из него. Когда игрок завершит доставку в 14 различных городов Канзаса или из них, он достигнет своей личной цели. Все задания для участия в мероприятии должны быть протяженностью не менее 100 миль, каждый 161 километр или более. Вы можете проверить, соответствовали ли ваши недавние поставки этим условиям, используя свой журнал регистрации в вашем профиле World of Trucks. Персональные. Игроки, доставляющие грузы в 14 городов Канзаса или из них, получают эти персональные достижения World of Trucks и раскраску грузовика АТС в стиле подсолнечника в Steam. Когда цель сообщества проехать 125 миллионов миль, 201 миллион 168 километров, во время доставки в любой город Канзаса или из него будет достигнута, и если игроки также достигнут своей личной цели, то он получит подвесную украшение в виде янтарного подсолнуха из инвентаря Steam. Мероприятие завершится в воскресенье 28 января в 23:59 по европейскому времени. Мы с большим нетерпением ждем ваших сообщений о ваших путешествиях, доставках и достопримечательностях. Мы искренне верим, что вам понравится путешествовать по прекрасному штату Сан-Фулер, и мы с нетерпением ждем всех ваших фотографий. Поэтому, пожалуйста, поделитесь с нами своими скриншотами и видеороликами, используя хэштег Круиз Канзас в наших профилях на Facebook, ранее Twitter и Instagram, и мы поделимся нашими любимыми. Возможно, мы даже разместим некоторые из них в будущем посте в блоге. Ссылочка на данное DLC находится в описании данного видеоролика. Мы рады сообщить, что выпущено обновление 1.49 для Euro Truck Simulator 2, которое теперь доступно в Steam. Это обновление содержит исправление ошибок, изменения и новый контент, который предоставлен ниже, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с ним.
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто принимал участие, оставлял свои отзывы и сообщал нам об ошибках в период открытого бета-тестирования. Ваш ценный вклад помог нам внести изменения и устранить некоторые ошибки, которые мы, возможно, пропустили в первый раз. Мы надеемся, что теперь вы сможете в полной мере насладиться плодами своей работы. Ссылочка на данный видеоролик в правом верхнем углу экрана. Прежде всего, по многочисленным просьбам мы добавили Луну обратно на наше ночное небо. Это тонкий, но примечательный штрих, который добавляет дополнительный уровень реализма и удивления на вашем виртуальном приключении в сфере грузоперевозок. Любопытно, что стоит упомянуть то, что может показаться простым дополнением, Луна в течение некоторого времени создавала некоторые серьезные проблемы. Интеграция Луны в ночное небо потребовала, среди прочего, создания рендеринга и расчета лунного света, правильных фаз, управления отражением в водоемах, работы с мокрыми дорогами и устранения зеркальных эффектов. В дополнение к этому мы также переосмыслили ночное небо, предоставив динамичные звезды, которые мягко мерцают, повышают общую достоверность ночного времяпрепровождения. Мы также рады сообщить, что в скайбоксах теперь будет высокий динамичный диапазон, а это означает, что небо будет более насыщенным и яркими цветами, а наши погодные визуальные эффекты также получают обновление. Грозы теперь включают видимые молнии, что обеспечит более полное погружение. И обязательно следите за ночным небом в определенных регионах. Вы можете быть приятно удивлены тем, что заметите. Чтобы подвести итог, мы также подготовили для вас специальные видео, демонстрирующие все эти изменения. Это определенно стоит проверить вместе с специальным сообщением в блоге, которое мы опубликовали ранее. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана, и ссылочка на специальный блог находится в описании данного видеоролика. Мы также рады предоставить еще одну востребованную функцию — поддержанные грузовики. Теперь будет доступна сразу в главном меню, где вы сможете выбрать грузовики, которые более экономичны по сравнению со совершенно новыми автомобилями. Тем не менее, эти поддержанные грузовики поставляются с некоторым пробегом и износом, на то, что указывает их звездный рейтинг и отдельное окно, в котором представлена подробная разбивка повреждений различных деталей. Одним из наиболее значительных изменений, связанных с этой функцией, является улучшение систем повреждений и ремонта. В прошлом в нашем подходе был очень упрощен. Отдельные детали накапливали повреждения, представленные в процентах, и вы могли их отремонтировать, сбросив процент до нуля. Однако с обновлением 1.49 детали будут накапливаться три типа повреждений. Повреждение — это тип повреждений может быть устранен стандартным ремонтом, как и раньше. Износ деталей — когда компоненты значительно изнашиваются, вам захочется их заменить. Постоянный износ. Постоянный износ предоставляет собой системное строение и износ всего транспортного средства. Он может быть сведен к нулю только путем полного восстановления всего транспортного средства. Это более дорогостоящая процедура, но это единственный способ вернуть ваш грузовик и представить в первоначальное состояние. С улучшенной системой повреждений улучшается контроль над обслуживанием автомобиля. Теперь вы можете принимать обоснованные решения о том, какие детали ремонтировать или заменять на своем суждении. Кроме того, у вас есть возможность обратиться за профессиональной консультацией на улучшенную стратегию ремонта вашего грузовика или прицепа. Счастливых поддержанных грузоперевозок. Еще одна востребованная функция, появившаяся в версии 1.49, это введение модификаторов привязки клавиш. Ранее при создании новых привязок в меню вы могли нажать только одну клавишу для действия. С обновлением 1.49 у вас теперь будет возможность использовать комбинацию клавиш и модификаторов для привязки действия. Например, теперь вы можете назначить Shift плюс L для включения фар, если пожелаете. Это открывает для вас совершенно новый мир комбинации привязки клавиш, позволяет использовать больше вариантов привязки, но это еще не все. Теперь у вас также будет опция привязки к короткому нажатию и длинному нажатию клавиш. Удержание клавиш нажатие будет восприниматься как длительное нажатие, а нажатие кнопки в обычном режиме будет восприниматься как короткое нажатие. Клавиатура не единственное периферийное устройство, использующее преимущество подобного изменения. Контроллеры также смогут использовать эту новую функцию. Еще одна новая функция, которую мы рады предоставить в этом обновлении, является функция автоматического включения фар. Это относительно простая функция, которая включает ваши фары, когда окружающий свет вокруг грузовика падает ниже определенного порога. Если опция включена, положение переключателя габаритных огней заменяется на автоматическое освещение. Так что вы по-прежнему можете включить фары или принудительно включить фары с помощью других положений переключателя. Мы также добавили автоматический дальний свет. Эта функция временно отключена дальний свет, когда перед вами находится транспортное средство, как на вашем
полосе движения, так и на встречной. И снова включается его, когда транспортное средство находится достаточно далеко. Эти автоматические фары дальнего света включаются, если вы переключатели дел дальнего света, либо включатель автоматического фары, либо включаете фары вручную. В случае, если опция автоматического включения фар отключена, дальний свет работает только при включении фар вручную. Мы надеемся, вам понравится эта простая, но полезная функция, когда вы путешествуете по дорогам. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Включите свои виртуальные двигатели, потому что 30 ноября в American Truck Simulator предоставляется дополнение для сельскохозяйственной техники одновременно с выпуском Kansas DLC. Приготовьтесь менять шоссе на урожай, поскольку сельскохозяйственные занимают центральное место в этом захватывающем новом обновлении. Перемещайтесь по виртуальным ландшафтам, перевозя все тракторов до разбрасывателей с помощью 2 внутриигровых брендов. Перевозите уникальные грузы и ряд прицепов для сельскохозяйственных предприятий по всем штатам и не отправляйтесь в путь, не украсив свой салон тематическими аксессуарами. Это дополнение включает в себя грузовой опрыскиватель, гусеничный трактор, кормоуборочный комбайн, разбрасыватель удобрений, прицеп для зерна, автономный трактор, пресс-подборщик сена, высыхающий аппарат, дисковая борона, аксессуар для кабины, набор для ланча, пугало в соломенном шляпе, плюшевый автономный трактор, игрушка комбайн. Приготовьтесь перевозить разнообразное сельскохозяйственное оборудование, включая опрыскиватели и высеченные машины 2 игровых брендов. Это дополнение представляет уникальную возможность погрузиться в сельскохозяйственный ландшафт, особенно в недавно добавленном дополнении Канзас, где сельскохозяйственное занимает центральное место. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Почувствуйте пульс центральной части страны, перевозя эти жизненно важные инструменты, превращая их в свои приключения с грузоперевозками, путешествия, которые повторяют ритм американского сельского хозяйства, связь между вашим грузом и плодородными полями, которые он обслуживает. Да, и не забудьте украсить свое путешествие, добавив нотку шарма в свой салон. Персонализируйте свое пространство с помощью аксессуаров для салона, таких как набор ланча, пугало, соломенная шляпа, плюшевый автономный трактор, игрушечный комбайн, превратив ваш грузовик в подвижное отражение вашего уникального стиля. Мы надеемся, что этот пост в блоге вызвал у вас достаточно энтузиазма, чтобы познакомиться с новыми сельскохозяйственными грузами для перевозки. Следите за обновлением, подписывайтесь на наш канал в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, и вы никогда не пропустите ни одной важной информации. Убедитесь на дороге. Ссылочка на данные DLC находится в описании данного видеоролика. Приготовьтесь включить двигатели и отправляйся в захватывающие путешествия, поскольку сегодня выходит Kansas DLC для American Truck Simulator. Исследуйте захватывающий дух пейзажа и оживленные города в этом последнем дополнении. Выпущенный Kansas DLC для American Truck Simulator. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Начните большое переключение с расширенным карты Канзас. Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом, открывая для себя эти возможности, доставляя его в 14 исследуемых городов, включая Канзас-Сити, Вичиту или Топико. Посмотрите несколько уникальных для Канзаса достопримечательностей, таких как исторический Додж-Сити, скала монументов и гор подсолнух. Станьте водителем грузовика, перевозящего товар для ключевых отраслей промышленности Канзаса, соляной шахты, пищевой фабрики, автомобильного завода, фабрики строительных материалов и аккумуляторного завода. Доставляйте грузы, играя ключевую роль в аэрокосмической промышленности Вичеты. Посетите и полюбуйтесь крупнейшими в мире бункерами. Играйте решающую роль в одном из крупнейших сельскохозяйственных штатов Америки. Перевозите товары, которые поддерживают фермерские наследие Канзаса. Наслаждайтесь грузоперевозками по нескольким живописным городам поселениям.
проезжайте по бескрайним переревьям, открывать незабываемые виды. Канзас, зародившийся в сельском хозяйстве, превратился в оживленном промышленном центре, привлекающий крупные предприятия своим стратегическим расположением и хорошим организованной логистикой. Дальнобойщики могут внести свой вклад в развитие целого ряда отраслей промышленности, начиная от процветающих авиационной отрасли и сельскохозяйственных складов до автомобилестроения, знаменитые соленые шахты и много другого. Дополнение Kansas DLC также является частью The Green Plains Challenge, доступен в Steam. Это удобный способ заполнить пробел в вашей коллекции DLC для American Truck Simulator. Погрузитесь в разнообразные ландшафты Монтаны, Колорадо, Вайоминга, Техаса, Оклахома, Нью-Мексико, а теперь и Канзаса. Все эти части созданы нами пакета. Этот пакет действует по принципу дополнительный набор, гарантируя, что вы платите только за те DLC, которые еще нет в вашей библиотеке. Круиз по Канзасу. Начиная с выпуска будет проводиться специальное событие Круиз Канзас World of Trucks, где вы сможете заработать уникальные награды. Мы просим наше сообщество Best of Covers достичь цели сообщества, проехать 125 миллионов миль, 201 миллион 168 тысяч километров, доставляя грузы в любой город Канзаса или из него. Подробнее об этом событии вы можете прочитать в специальном сообщении в блоге. Ссылочка, напоминаю, находится в описании данного видеоролика. У нас также есть уникальный подарок для вас. Если вы заключите какой-либо внешний контракт или получите работу на внешнем рынке в городе Топико или за его пределами, вы получите плюшевую тигровую саламандру, которую можно использовать в качестве аксессуара для хижины. Канзас — родина саламандр, поэтому вам определенно стоит подумать о том, чтобы пригласить одну из них и сопровождать вас в длительном путешествии. Наряду с Kansas DLC мы также выпускаем дополнение для сельскохозяйственной техники. Дополнение предоставляет уникальную возможность погрузиться в сельскохозяйственный ландшафт, особенно в недавнем дополнении в Канзас, где сельскохозяйство занимает центральное место. Перевозите все от тракторов до разбрызгивателей с помощью 2 игровых брендов. И не забудьте украсить свой салон специальным аксессуаром. Подробно об этом DLC читайте в специальном сообщении в блоге. Ссылочка в описании данного видеоролика. С заполнением Канзаса вы сможете перевозить специальные грузы по 6 новым маршрутам, из которых 4 расположены в пределах штата, но 2 из них будут немного более особенными, поскольку начинаются в Пуэбло, Колорадо, ведут либо в Мерсивель 707 миль, либо в Додж-Сити 313 миль. Вы также сможете перевозить недавно добавленную лопасти ветряной турбины длиной 39 метров, весом 129 фунтов и массивный сочлененный тягач. Узнавайте больше об обновлении здесь. Ссылочка в описании данного видеоролика. Мы рады, что вы отправитесь в путешествие по дорогам Канзаса. Поделитесь с нами своим первым приключением. Используйте круиз Канзас, следите за обновлением, подписывайтесь на наш канал в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. И не забывайте, что штат Подсолнух таит в себе неожиданности. И ваше следующее фантастическое путешествие может быть не за горами. Увидимся в пути. Напоминаю, ссылочка на Канзас DLC находится в описании данного видеоролика. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. А с вами был, как всегда, я, Михаил, с канала PikeMaker. Не забывайте план действий, который сейчас видите у себя на экране. Лайк, колокольчик и подписка на канал. И всем пока.